Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим шоколадное печенье с кунжутом. Готовится оно быстро и несложно. Такое печенье отлично подходит для домашнего чаепития на каждый день. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. На сковороду насыпаем 50 грамм кунжутных семечек. Обжариваем их на среднем огне, постоянно перемешивая. Готовим кунжут до красивого золотистого цвета. Обжаренный кунжут высыпаем в большую миску. К нему насыпаем 220 грамм пшеничной муки и 60 грамм кукурузной муки. Также сюда насыпаем 25 грамм какао, обязательно просеивая его через сито, чтобы не было комочков. Все сухие ингредиенты перемешиваем. В отдельную миску кладем 120 грамм мягкого сливочного масла. Начинаем его взбивать и насыпаем 110 грамм сахара. Примерно через минуту, когда сахар с маслом взбьется, добавляем 2 яйца по одному, после каждого раза взбивая до однородности. Также у меня на канале есть и другие рецепты печенья. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Масляную смесь перекладываем в миску с мучной смесью. Все перемешиваем сначала лопаткой, а затем руками. Тесто перемешиваем недолго, до однородности. Тесто должно получиться мягким и слегка липнущим. Если нужно, то можно еще немного добавить муки. Как только все ингредиенты смешались, прекращаем вымешивать. Готовое тесто кладем на коврик и раскатываем в пласт толщиной примерно 5 мм. Из теста вырезаем пряники. Я использую формочку сердечко. Обрезки теста собираем и повторно раскатываем. Подготовленные заготовки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15 минут. Готовому печенью даем остыть и подаем на стол. Печенье получилось в меру сладкое, с легкой шоколадной горчинкой и приятным кунжутным ароматом. Готовится оно просто и быстро. Такое печенье отлично подходит для домашнего чаепития на каждый день. Если вам понравился рецепт такого печенья, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.